Здравствуйте, дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня предлагаю приготовить нежнейший крем-дипломат для тортов и пирожных. Другое название этого крема пломбир, потому что по вкусу он действительно очень сильно напоминает растаявшее мороженое. Этот крем идеален для многослойных тортов, таких как Наполеон, медовик, молочная девочка. Можно использовать для приготовления эклеров, профитроли или подать как самостоятельный десерт с фруктами, ягодами, орехами, сухофруктами. Его можно даже заморозить и получить вариацию вкусного домашнего мороженого. Крем очень нежный и воздушный, поэтому не очень хорошо подходит для прослойки плотных бисквитов. Они просто раздавят этот крем. По сути, крем-дипломат – это заварной крем со взбитыми сливками. Очень вкусный крем. Первым делом приготовим заварной крем. В кастрюлю выливаем 600 граммов молока и ставим на плиту. Доводим почти до кипения. Температура молока должна быть 90 градусов. В то время, пока молоко нагревается, займемся другими составляющими нашего крема. В удобную емкость разбиваем 3 яйца и перемешиваем вилкой белок и желток. Отдельно соединяем 300 граммов сахара и 80 граммов кукурузного крахмала. Перемешиваем венчиком. И теперь добавляем сюда яйца и растираем до получения однородной массы. Молоко уже готово закипеть, но еще не кипит, идет активный пар. Именно этот момент нам и нужен. Снимаем с плиты и вливаем в подготовленную смесь тонкой струйкой половину молока, при этом непрерывно перемешивая. Эту смесь переливаем в кастрюлю к оставшемуся молоку и возвращаем на плиту. Теперь завариваем смесь до густоты при постоянном помешивании. Активно проводим венчиком по дну кастрюли, чтобы густая часть не оседала на дно и не пригорала. Сначала крем будет очень жидким, но ближе к моменту закипания крахмал начнет срабатывать и масса загустеет. Но крем еще не готов. После закипания нужно проварить еще около 2 минут, чтобы в креме не чувствовался привкус крахмала. Затем переливаем заварную основу в другую емкость, чтобы крем не продолжал увариваться. Если вдруг в креме появились комочки, не переживайте, просто протрите его через сито. Если дно кастрюли чистое, без пригоревших участков, значит мы все сделали правильно. Добавляем 100 граммов сливочного масла и перемешиваем венчиком до получения гладкого однородного заварного крема с глянцевой текстурой. Таким образом мы приготовили классический заварной крем. Его можно готовить заранее. Накрываем его пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема. Охлаждаем до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник на 2-3 часа. Для того, чтобы сделать из него крем-дипломат, в охлажденный заварной крем нужно будет еще добавить взбитые сливки. Очень холодные жирные сливки для взбивания выливаем в чашу. Добавляем ванилин или ванильный сахар и начинаем взбивать на маленьких оборотах. Так, постепенно увеличивая скорость, взбиваем до уверенных, но не очень жестких пиков. Перед тем, как взбивать, охлаждать сливки нужно в холодильнике в течение 4-5 часов. Чем жирнее сливки, тем более плотным будет готовый крем. Идеальный для взбивания сливки 33-35%. Охлажденный в холодильнике заварной крем перемешиваем на минимальных оборотах миксера около 1 минуты, просто для того, чтобы он немного смягчился. Важно помнить, что перемешивать уже остывший крем нужно очень деликатно, так как если разрушить структуру крема на крахмале, то в дальнейшем ее уже не получится восстановить и крем будет испорчен. В 3 приема добавляем взбитые сливки и аккуратно перемешиваем лопаткой в одном направлении, до полной однородности. Если заварной крем недостаточно охладился, то после соединения с холодными взбитыми сливками появится крупинчатость из-за разницы температур. У меня жирность сливок 35% и крем получился достаточно устойчивый. Но если вы хотите таким кремом украсить торт или отсадить шапочки на капкейках, то для надежности лучше его стабилизировать желатином. Крем-дипломат имеет необыкновенно нежный вкус. Для бисквитных коржей он, конечно, слишком нежный, но если стабилизировать крем с помощью желатина, то тоже можно использовать. Крем получится более плотным и торт будет хорошо держать форму. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.